Ну, друзья, приветствую вас снова на канале. Сегодня у нас продолжение, 4-я часть про Будву. Последняя точка, где я остановился в русле при движении вверх по нему, это был вот этот водопадик, который сейчас немного пересох и выглядит вот так. То есть воды стало гораздо меньше. И она вообще не течет. То есть речка высохла. Ну и сегодня моя задача попробовать продвинуться выше по течению. Делать это можно либо с правой стороны, обходя по верху ущелья, либо с левой. Попробуем сегодня уйти левее, перевалить через вот этот хребет. И где-то по прикидкам должно дальше идти раздвоение русла. Часть пойдет прямо и ответвление повернет налево. Вот наша задача сегодня это проверить. Ну и пройти выше, посмотреть, что там. Как и предполагалось, русло здесь раздваивается. То есть вот сейчас я смотрю на сторону водопада, и как раз вот там видна развилочка. Дальше русло уходит прямо туда, в чащу леса. А вот здесь, куда мы вышли, тут оно уходит влево и продолжает подниматься туда дальше, вверх, в гору. Вот таким образом догадка подтвердилась. Ну что ж, мы идем дальше вверх сейчас. Будем обследовать, что там. Ну вот, друзья, поднялись мы буквально метров, наверное, 30-40 вверх по руслу. И вот такая находочка здесь нас ожидает. То есть вот оттуда из леса выходит стена. Видно, что сложена из искусственных блоков отесанных. И здесь стена не просто ровная идет, а она здесь фигурная. То есть мы видим, вот здесь идет откос из довольно крупных блоков, обработанных. И этот откос переходит уже непосредственно в дамбу. Ну, таких дамб мы уже видели много. Вот очередная по высоте. Ну, тоже довольно-таки высоко здесь. Метра 3, наверное. Внизу есть мощение. Под дамбой наблюдаются остатки. Вот рядок замощенный. И как всегда, внизу, вот под местом, откуда, вернее, куда падала вода, всегда лежат крупные валуны, которые гасили струю, разбивали ее, не давали вымывать промоины. Это на всех дамбах вот такая история. Внизу 1-2 валуна вот таких огромных лежит. Как будто специально их сюда притащили. Ну вот, а дамба уходит туда, и вернее русло уходит выше. То есть вот это уже получается 3-я дамба, найденная здесь, в верховьях русла. Что ж, идем дальше. Все интереснее становится. Здесь оно еще и раздваивается, то есть часть русла идет туда, а часть русла сюда, огибая с двух сторон вот этот островок растительности. Вот, друзья, поднимаемся все выше и выше по течению. Вот оттуда мы карабкаемся. Ну, здесь каньоны, конечно, конкретные, просто вообще скалы, крутые утесы. В общем, лезем как можем.
полный хаос. И нет-нет, в этом хаосе да, начинает встречаться какая-то упорядоченность. Например, обтесанные блоки, прямые углы кое-где, некое подобие выложенных стен вот здесь. И вдруг посреди хаоса и гигантских скал всплывает вот это. Сейчас я подойду ближе, и вы сами все увидите. То есть более наглядного примера рукотворной стены среди леса найти, наверное, будет сложно. Вот такая вот стена. Ну, сколько здесь, если брать от основания, в высоту метров, наверное, 5-6, если не больше. Даже больше. И смотрите, здесь сохранился пол. Полуразрушен он вот здесь, конечно, в этом месте. Провалилась. Видимо, вода подмыла основание, вымыла там внизу пустоту, куда весь пол обрушился впоследствии. Ну вот, некий фрагмент первоначального русла, вот как он выглядел, можете лицезреть вот здесь. Ну то есть вот кто построил это гидротехническое сооружение в этой глуши? Ну, вопрос пока открытый. Для меня, по крайней мере, точно. Я спустился в эту промоину в полу. И вот посмотрите, характерная, интересная деталь. Вот камни скреплены вот здесь явно раствором. Вот это бетон. Причем бетон не из гальки сделанный, а из острых обломков. И бетон явно современного качества. Ну, может быть, это была реставрация какая-то. Пытались местные жители, может быть, укреплять, чтобы дальше не размывало. А вот так выглядит пространство под полом. И вот там, кстати, тоже видно бетон, но уже галечный. То есть видно круглые окатыши. И вот здесь тоже бетон. То есть весь этот полик мощения, оно находилось на вот таком бетоне уложено. Вот смотрите, эта стена огромная, она здесь еще не заканчивается, то есть она дальше сбоку продолжается. То есть боковина русла тоже вымощена. Там тоже есть какое-то маленькое окошко переливное. И вот сюда уходит на нет. То есть грандиозное сооружение на самом деле. И вот здесь в самой дамбе тоже есть окошко выше. Сейчас подниму. Вот его видно. Сейчас мы туда подлезем еще. Можешь подснять?
включенный? Ага. Смотри, какие огромные муравьи здесь бегают. Угу. То есть в самой дамбе есть окошко. Вот сейчас мы туда заглядываем. Ну там недалеко оно уходит. Что это было тоже и для чего? Ага, спасибо. Интересно сделано так, что не заберешь никак, да? Ну. И мне вот чуйка моя подсказывает, что вот там дальше будет самое интересное начинаться. Что, идем дальше? Или на сегодня пока хватит. Интригу завесили. Сейчас, подожди. Сколько времени? 5 часов? Ну да, ты просто еще рассчитай, что нам обратно. Тоже час где-то еще. Ну вот, это боковая стенка. Соответственно, маленькое окошечко здесь прорезано. И смотрите, наш старый знакомый ложный шов. А вот это уже интересно. А вот это уже интересно. Так действительно австро-венгры делали. Такие швы. Хм. Не хочется, честно говоря, верить, что это сделала Австро-Венгрия. Физически бы не успела столько всего понастроить. Но кто знает. Ищем любые доказательства. Где-то на месте, может, что-то найдется. Какое-то обозначение, знак, вырезанный на камне. Хоть что-то. Либо где-то в архивах, в интернете всплывет какая-то информация об этом месте. Вот. Но пока продолжаем свой путь. Залезли на дамбу сверху. Ну и здесь классическая картина. Такой же примерно 2-метровой ширины. Абсолютно плоская стена. Выровненный верх. Где-то 2 метра шириной. И огромные блоки. До тонны весом, наверное. Если не больше. Тут вообще вот огромные лежат с краю. Ну и высота. Можете оценить, хотя камера, честно говоря, не очень передает. Вот. Русло уходит туда дальше, в чащу, в бурелом. То есть здесь вообще, посмотрите, какой бурелом. Вот через это все приходится нам продираться. И здесь вот интересный момент тоже. Уже второй раз встречаем. То есть дамба не просто плоская, а опять же вот такой откос из мегалитов. И стенка пошла туда дальше. То есть как бы направляющая такая стеночка выложена. Она выше основной дамбы. Вот здесь такие вот буреломы вокруг. Говорят, около 100 лет, наверное, чтобы выросло такое дерево. Да, вот здесь обнаружили сосну, которая растет прямо из камня. Ну, не совсем, но где-то она на дамбе стоит. Это
хвойное дерево. То ли сосна, то ли пихта. И вот чат GPT говорит, что нужно порядка 100 лет, чтобы выросло дерево такого диаметра. Там вот, кстати, еще одно стоит прямо на дамбе. Вот там точно на дамбе. Вот. Так что сооружение это уже как минимум ему 100 лет. Но я считаю, что по моей теории и не 1000 лет ему. Потому что так вылезать камни может вода только за многие-многие годы. Ну все, двигаемся чуть повыше. Попробуем еще пройти чуть-чуть. Здесь вроде по руслу можно подняться. Вот здесь, поднявшись выше, обнаруживается вот такой огроменный кусок конгломерата какого-то. Ну, это, скорее всего, это бетон. И таких кусков здесь довольно много валяется. Вот. То есть, как обнаружилось, подложка мощеного русла вот под мощением под этим как раз представляет из себя большой толстый слой вот этого бетона. Ну а мы двигаемся вот туда в лес. Уже виден просвет над деревьями, что говорит о том, что скоро этот подъем должен закончиться. Ну вот, скорее всего, там будет наша конечная цель. И оттуда по гребню мы вернемся назад. Ну все, продолжаем.